霍雨浩，或许这样跟你对话，你会放松呀。在你们得出自己的答案之前，是无法走。你真的以为他还能活着回来见你吗？我错了。В сериях аниме «Боевой континент 2» начались очень интересные события. Долина чувств или долина проверяющая любовь – это очень сложное испытание для каждого из семерки монстров Шрека. И не только. Особенно проявят себя Хуэйхао, а также Вансюэр и Вандунер. Они предстанут перед выбором между жизнью и смертью. Хуэйхао увидится с Тансаном, его ждет чрезвычайно изматывающее испытание. Интересно, что здесь Тансан показан не в своей обычной одежде морского бога, а больше похож на себя из первого мира. Он явился лично, чтобы проверить Хуэйхао и закалить его характер и силу воли. Сейчас испытание богини любви подошло к финальной стадии. Однако можно заметить серьезные изменения в сюжете. Создатели решили отойти от первоисточника. Первое и самое большое изменение – Тансан больше не избивает Хуэйхао. Давайте рассмотрим, что же происходило в оригинале, а потом обсудим, что изменили в серии. В оригинале за испытанием Долины Любви на самом деле стоял сам бог-король Тансан. Он хотел испытать своего будущего зятя Хуэйхао и делал это крайне жестко. В оригинале Хуэйхао столкнулся с жесточайшим испытанием от Тансана. Да что там говорить, Хуэйхао буквально умирал сотни раз. Его испытание проходило в бескрайнем золотом дворце. Издалека он увидел человека, покрытого слабым голубовато-золотым светом. Хуэйхао спокойно спросил: «Кто вы? И каково мое испытание?» И начал осматривать этого человека духовным обнаружением. Хуэйхао предположил, что он может быть врагом, а не другом. Но Хуэйхао даже своей мощной ментальной силой не смог ощутить присутствие этого человека. Нетрудно догадаться, что это был Тансан. Голос прозвучал: «Тебя зовут Хуэйхао?» Этот неизвестный человек имел пугающую ауру, но Хуэйхао мог сказать по своему опыту: долина не дала бы ему задачу, которую невозможно выполнить. Испытание называлось «Приключение искренности». Тансан сказал: «Ты должен бороться со мной, старайся изо всех сил, чтобы победить меня». Хуэйхао был на мгновение ошеломлен. Он не ожидал оказаться в такой ситуации. Человек вообще ничего не объяснял. Он сказал только о борьбе. Да, Тансан на уровне бога-короля испытывал Хуэйхао лично и решил побороться с ним. Синяя фигура Тансана внезапно двинулась. У нее не было особой ауры, но Хуэйхао не знал, как ему защищаться. Ведь тот человек был словно шар воздуха, будто его вообще не было. Золотая ладонь тени точно врезалась в грудь Хуэйхао. В следующий момент Хуэйхао почувствовал ужасающую ауру, которая пронзила его сердце и взорвала кости у него в груди. В этот момент он отчетливо слышал, как все кости его тела потрескались, словно фейерверк. Безнадежность и смерть – вот и все, что осталось. Хуэйхао превратился в бурю крови и плоти, которая разлетелась во все стороны. Тем не менее, в этот момент чистый белый свет внезапно вспыхнул, и душа Хуэйхао начала собираться снова. Хуэйхао снова появился в этом огромном дворе, после того, как был разбит на куски. Тем единственным ударом ладони словно ничего не произошло. Хуэйхао умер, его душа была снова объединена, и он вернулся к жизни. Вандунер и Вансюэр увидели, как в небесах среди золотого света одна фигура быстро приближалась к другой. Однако первый отбрасывал второго каждый раз. Кровь постоянно текла из его тела. Тем не менее, он продолжал настойчиво вставать и бросаться на призрачную фигуру. Наконец, сине-золотая фигура подошла к Хуэйхао, и в его руке появился сияющий трезубец. Вандунер и Вансюэр смогли увидеть испытание Хуэйхао. Вдвоем они закричали. Им нужно было решить, кто из них умрет, чтобы спасти Хуэйхао. А в это время Хуэйхао все снова и снова умирал и собирался заново. Он уже даже привык к этому чувству и боролся со своим противником все дольше и дольше. Эта бесчеловечная пытка, от которой он страдал, была сродни форме закалки. Однако эта закалка, казалось, делала его сильнее. Каждый раз, когда он испытывал боль и старался атаковать своего ужасающего противника, Хуэйхао чувствовал, что его ментальная устойчивость становилась все более и более сильной. Это чувство не было приятным, но Хуэйхао мог ясно ощущать свое улучшение. Через некоторое время он оказался на грани краха. Он упал в обморок, но Тансан не убил его на этот раз. В этом странном месте раны заживали с невероятной скоростью. Хуэйхао смог ясно почувствовать, как его раздробленные кости снова собрались вместе. Когда он, наконец, снова встал с земли, все вокруг было пустым. Сине-золотая фигура исчезла.
Хуэйхао был ошеломлен. Испытать этот незабываемый опыт должно быть достаточно, чтобы пройти. Зачем он убивал Хуэйхао сотни раз и снова возвращал его к жизни? Все просто. Это закалило Хуэйхао, а не было обычным издевательством. Тансан, сам, будучи на боевом континенте, прошел через ряд сложнейших испытаний, жертвовал собой, умер ради Сяову, проходил испытания морского бога. И все это помогло ему стать тем, кем он есть, величайшим из богов в божественном царстве. Это же будет полезно и Хуэйхао, как будущему зятю, если он хочет быть мужем Танутун. В последнем этапе испытания Тансан лично появился, временно восстановил Хуэйхао ноги, чтобы тот мог драться на равных, по крайней мере формально, и затем жестко избил его, оставив истекающим кровью. Он его буквально убивал множество раз. Именно эту сцену видели Ван Дунер и Ван Сюэр, после чего богиня любви заставила их попытаться спасти Хуэйхао ценой собственной жизни. Но в аниме этого эпизода больше нет. Вместо этого Тансан спокойно разговаривает с Хуэйхао, дает ему напутствие, дружелюбно хлопает по плечу и растворяется в золотом свете. Причина этого проста. Создатели аниме умышленно смягчают или убирают жесткие или спорные поступки Тансана, чтобы он выглядел более добрым, справедливым и положительным персонажем. В оригинале Тансан, хоть и великий герой, жестоко избивает Хуэйхао. Это выглядит как жестокое испытание и показывает его как сурового, но холодного отца, и у зрителей может возникнуть негатив. Второй момент. Испытание превращено в ледяной лабиринт. Хотя Тансан и омыт от насилия, Хуэйхао все равно не избежал сурового испытания. В аниме его отправляют в загадочное пространство, где бушуют ледяные ветры. Повсюду ледники и пронизывающий холод. Несмотря на все попытки выбраться, он лишь теряет силы. Если он не найдет выход вовремя, его просто заморозит насмерть. Таким образом, эффект тот же. Персонаж оказывается в смертельной опасности, а девушки должны принять судьбоносное решение. В случае Ван Сюэр тоже решили избегать негативных моментов. В оригинале в финальной стадии испытания Ван Сюэр выглядела далеко не ангелом. Она раскрывает правду Ван Дунер, почему у них похожая внешность, и намекает, что собирается забрать у нее Хуэйхао. Более того, в схватке не на жизнь, а на смерть она ранит Ван Дунер копьем. Все это делало ее довольно спорным персонажем. Но в аниме все обставили иначе. Во время диалога сестер за ними наблюдает богиня любви. Похоже, у Ван Сюэр начинают возникать сомнения и колебания, и в этот момент ее захватывает энергия любви. Розовые потоки проникают в ее тело, глаза краснеют, на лбу появляется метка. Очевидно, что с этого момента Ван Сюэр находится под контролем богини, поэтому ее дальнейшие действия, будь то ранения, слова или нападения, можно объяснить внешним влиянием. Таким образом, даже если она ранит Ван Дунер, в этом уже не будет ее вины. Надо признать, что такое изменение сюжета не совсем плохое, и конфликт остается, и персонажи сохраняют положительный образ. Согласно испытанию, устроенному богиней любви, Ван Дунер и Ван Сюэр должны пройти поединок насмерть. Выжить может только одна из них, и именно она сможет остаться с Хуэйхао. Начинается ожесточенная битва. Ван Дунер облачается в синее короткое платье, символизирующее силу клана Чистого Неба, и ее молот. Есть предположение, что Ван Сюэр в ответ применит свое оружие, золотую броню. Ван Дунер решает покончить с собой. В трейлере видно, что даже узнав о чувствах Ван Сюэр к Хуэйхао, Ван Дунер не ожесточается. Битва между девушками идет без настоящей жестокости. Они сражаются на равных, но обе не хотят убивать друг друга. Это выглядит как уклонение от испытания, и богиня любви это замечает. Тогда она меняет правила. Теперь девушки сами должны выбрать, кто из них пожертвует собой ради спасения Хуэйхао. Та, кто покончит с собой, действительно умрет. Хотя и спасет возлюбленного, но отдаст его в руки соперницы. В момент, когда Ван Сюэр колеблется, Ван Дунер не раздумывает. Она сразу выбирает смерть, чтобы спасти Хуэйхао. В итоге, ее удается вернуть к жизни, но она впадает в кому. Когда она вернется, это будет уже не Ван Дунер, а Танутун, ее истинная личность. Ван Дунер как отдельный персонаж исчезнет навсегда.